Это канал творчества для всей семьи, декор обувной коробки смешанной техники, Mixed Media. Эта бумага тоже пойдет в дело. Начну с торцов коробки. Это пакет из крафт-бумаги. Бумагу сминаю и расправляю. Так поступаю несколько раз, сминая и комкая бумагу в разных направлениях. Наношу кондишнер для волос и снова комкаю несколько раз. Бумага приобрела мягкость и эластичность, по текстуре очень похожа на кожу. Дала несколько минут просохнуть и затем окрашиваю коричневым кремом для обуви. Приклеиваю на клей ПВА. Бумагу смочила водой из распылителя и наношу клей ПВА. Получилась неплохая имитация кожи. Покрываем акриловым лаком. Пока я занимаюсь превращением коробки в шкатулку, подгоняю крышку так, чтобы она закрывалась на петлях, самое время рассказать вам об этом проекте. Все мои работы в смешанной технике – это чистый эксперимент. А смешанная техника или Mixed Media – своеобразный коктейль из техник и материалов, в которой характерна многослойность. Такие работы могут быть абстрактными или тематическими, причем умение рисовать здесь совсем не требуется. И сегодня я замахнулась на тематическую работу «Унесенные ветром». Сделала распечатки на струйном принтере. Буду использовать открытку. Распечатки заранее обработала лаком из баллончика. Клей ПВА развожу крепким кофе 1 к 1. Это бумага из обувной коробки. Принт этой салфетки напоминает старинные обои. Возможно, в усадьбе были именно такие. Коллажный фон готов. Приступаю к созданию фактур. На трафарет наношу шпаклевку. В старую загустевшую краску добавляю песок. Наношу мазки и растягиваю их мастихином.
Такой фоновый трафарет будет на торцах крышки, поэтому добавляю и здесь. Акриловым маркером делаю подрисовку. Еще немного подрисовки акриловыми красками. Патина или акриловая краска, разведенная водой, объединит эти разрозненные участки. Добавляю немного зеленой патины для того, чтобы поддержать фрагмент с усадьбой. Там есть зелень. Металлизированным воском прохожусь по рельефам. Кое-где приглушаю блеск сливочным цветом. На трафарет наношу клей для потали. Приклеиваю поталь. Теперь это слишком яркое пятно перетягивает внимание от основного элемента коллажа и слишком блестит. Пачкаю его патиной. На края и уголки тоже патину. Готовлю покрытие для внутренней части шкатулки. В клей ПВА добавляю растворимый кофе. Обильно наношу на полиэтилен. Приклеиваю салфетку лицом вверх. Сверху наношу кофейный клей. Точно так же готовлю бумагу из обувной коробки. Креплю крышку к петлям.
Если вам понравилось это видео, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать несколько слов. Это нужно для продвижения канала. Спасибо. Увидимся.